Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся с вами возле Центрального академического театра Российской армии. Мы уже делали прогулку в сторону Екатерининского сквера, ну а в этом сюжете мы с вами побываем в Екатерининском парке, который также рядом расположен. У парка есть два входа. Западный со стороны площади Суворова, у которого мы с вами находимся, тот, что возле здания театра Российской армии, ну и с противоположной стороны от нашего местонахождения, со стороны Олимпийского проспекта, напротив спорткомплекса «Олимпийский». С юга к парку примыкает здание усадьбы Салтыковых Екатерининского института, а с северо-востока территория музея Российской армии. При входе краткая информация о разных мероприятиях, которые здесь проходят. Вы видите обращение как к самим москвичам, так и гостям столицы. Ну а часы работы парка с 7 до 23:00. Ну а рядом расположен Центральный дом Российской армии имени Фрунзе. Это федеральное государственное бюджетное учреждение, основной культурно-досуговый центр вооруженных сил Российской Федерации. Приводят его в порядок, проводятся работы, ведутся также они и на территории, мы немножечко посмотрим, ну а по настоящее время дом остается главным военным учреждением культуры и методическим центром действующей армии. За значительный вклад в военно-патриотическом воспитании дом был дважды удостоен благодарности президента России, который отметил активную работу в войсках и военных коллективах. Открыт он был 23 февраля 1928 года. Ну а мы с вами заходим на территорию Екатерининского парка. Это одно из любимых мест для отдыха и прогулок жителей района. Вот так вот он берет здесь свое начало. Ну и заходим вовнутрь. Итак, что же из себя представляет Екатерининский парк? То есть это парк, который расположен в Мещанском районе Москвы, между улицей Советской армии, Олимпийским проспектом и Суворовской площадью. Памятник садово-паркового искусства. Ближайшая станция метро будет Достоевская. Ну и также можно пройти в парк от станции Новослободская, Марьина роща и даже от станции Цветной бульвар. Правда, придется прогуляться немножко через Екатерининский сквер. Мы делали с вами прогулку там, и этот сюжет доступен на моем канале. Заходите, и вы его там найдете. В советский период назывался парк ЦДСА. Это Екатерининский парк сегодня. То есть Екатерининский парк является частью Северного зеленого луча и имеет статус природного комплекса города и памятника садово-паркового искусства. Сам он по себе небольшой, то есть его площадь примерно составляет около 16 гектар. Ну а в центральной парковой части находится пруд площадью почти 2 гектара. Он вытянут с северо-запада на юго-восток и также с небольшим островом в северо-западной части. А на берегах пруда расположены летние павильоны, кафе, и мы, конечно же, побываем возле него и запишем некоторые зарисовочки. Ну а пока о природе. То есть природа парка, вот вы ее видите. Удалась очень хорошая погода как раз для таких осенних зарисовок. Я очень рад, что именно в эту погоду я сюда попал. Вот сохранение староизвестных деревьев имеет не только экологическую, но и важную культурно-историческую ценность, то есть или значение. Деревья патриархи связаны с историческими лицами, событиями, воспоминаниями, народными преданиями и традициями. Ну а историческая территория Екатерининского парка долгое время не имела застройки, поэтому она прекрасно здесь сохранилась. Здесь протекала река Напрудная, приток Неглинный. Вдоль ее русла располагалось несколько прудов. Ну а более 100 лет назад началась деятельность по систематической охране вековых деревьев, включающих в интервизацию по уходу, охране места произрастания, а также воспитательную работу с населением. Старые деревья снабжались указателями, мемориальными табличками и даже награждались разными медалями. И издавались альбомы об интересных деревьях, связанных с событиями истории и культуры. На их гибель нередко публиковались некрологи.
А охрану деревьев от вырубки осуществляла общественность, разные учреждения, религиозные организации или закон. Под охрану брались не только старые, но и своеобразные деревья, отличающие необыкновенными чертами или исторической значимостью. Ну и в черте города произрастают несколько тысяч деревьев возрастом более 100 лет. Это липы, дубы, вязь, лиственницы, ну и другие. Многие из них находятся на особо охраняемых природных территориях парка и заказниках также и являются памятниками природы. До наших дней сохранились дубы, которым около 200 лет. Почти в самом центре парка стоит ива, которая уже перевалила за 200, и поразительность заключается в том, что ивы вообще не живут больше 100 лет, а наша стоит, выносит все тяготы городской жизни и капризы природы. В парке очень грамотная организация, видно, как тут постарались сделать так, чтобы каждый нашел в нем свой уголок и занятия по душе. Ну и, конечно же, спокойный отдых, как на лавочках, так и у воды. Некоторые приготовления парка к зиме нам доступны. Вы видели в начале нашего сюжета, как были укрыты кустарники, укрыты клумбы. Ну и вот здесь вот вы видите, как приспущены прудики. Это для того, чтобы подготовить к зиме водоемы. Но нам доступен Центральный музей вооруженных сил Российской Федерации. Это военно-исторический музей в Москве на улице Советской Армии. Вот задняя часть нам доступна. Он основан в 1919 году, и площадь музея составляет 5000 квадратных метров. Разделен он на 24 зала, и на его территории также работает уличная экспозиция образцов военной техники, которую мы с вами наблюдаем. Ну а вот так вот выглядит центральный вход музея. С противоположной стороны вы сразу видите некоторые экспонаты, которые открывают занавесу тех экспозиций, которые находятся на территории музея. Ну, мы с вами видели заднюю часть. Итак, мы возвращаемся в обратную нашу прогулку, обратно в парковую часть, и как раз движемся в сторону воды. То есть вода — это вообще одна из стихий, созерцать которую можно бесконечно. Ну и особенно здесь, в парке, расположившись в тени вековых деревьев на удобной лавочке. Несмотря на то, что парк готовится к зиме, где-то вот воду приспустили, но прудная все же часть нам будет доступна, и она настраивает на неспешный лад, покрякивание уток, которые с удовольствием едят из рук посетителей. Также в парке существует танцевальная программа на летней площадке. Когда достаточно тепло, начинает действовать летняя эстрада. Вечерами напролет здесь играет различная музыка, и можно от души потанцевать. Здесь и зажигательные буги-вуги, и ритмичные ирландские танцы, и аргентинское танго, и романсы, вальсы, под которые знакомились наши дедушки и бабушки. Мы также сюда замечали, как приглашали молодые перспективные группы, которые украшают вечера своей живой музыкой, различными развлекательными программами и, конечно же, выступлениями. Также на территории парка действует несколько кафе и ряд необычных точек общественного питания, в которых каждый найдет что-то для себя. Можно и перекусить на лавочках демократичным хот-догом, и отведать на причале у воды изысканную стерлядь. Неспешная размерная прогулка по тропинкам помогает найти вдохновение и привести в порядок мысли. При желании можно найти и поставить свечку в часовне, которая открыта для посетителей почти весь день. Мы ее увидим с вами. Ну и, конечно же, не оставлены без внимания наши самые маленькие посетители. Для них в парке действует ряд аттракционов. И это и электрические машинки, и увлекательная рыбалка, и лебеди, которых можно поплавать в неглубоком водоеме, и батуты, и также есть несколько детских площадок, можно вдоволь полазить по детскому городку и покачаться на качелях. Есть и активный отдых к услугам любителей спорта, футбольное поле с новеньким подкрытием и тренажеры. И по утрам в парке одно удовольствие делать зарядку, сделать пробежки какие-то, вдыхая свежий воздух. Ну а вечером можно размяться, затекшие за день мышцы. Ну и также
Предпочитают многие активный отдых, могут взять и на прокат лодку, и весело покататься на надувном шаре, который пускают по акватории. То есть можно просто внутри побегать по воде. Планируют также в парке открыть Wi-Fi сеть. Стандартно идут со всеми парками в ногу со временем. И в ближайшее время, возможно, здесь появится возможность бесплатно побегать по интернету, освоить беспроводную сеть. Ну и так, давайте еще раз с вами воспроизведем все то, что здесь нам было доступно. А именно в парке есть и социальный реабилитационный центр, и Московский дом ветеранов вооруженных сил, и часовня Александру Невскому, и эстрада, ротонда Екатерины II, и читальный павильон, планетарий, лодочная станция и охранный павильон. Также для посетителей работает туалет, скульптура к звездам, многофункциональные разные площадки, включая детские, поле футбольное, зона отдыха для инвалидов, для ветеранов и лиц старшего поколения, ну и, конечно же, культурный центр вооруженных сил Российской Федерации. Также розарий. Ну, я закончу, наверное, свои комментарии на этой нотке. Спасибо вам, что вы послушали мой рассказ о парке, ну а я дам вам еще раз на него посмотреть под музыкальное сопровождение.